Добрый день. Вопрос такой уже был поставлен ведущим, как я дошел до такой жизни, занимаюсь политикой, возглавляю политическую партию. Наверное, несколько слов скажу об этом. В политику я пришел из так называемого неформального движения. В конце 80-х годов в связи с начавшейся перестройкой появилось очень много всевозможных таких неформальных молодежных, не только молодежных, кстати, движений, клубов, партий и так далее. Партий, конечно, не таких, как сейчас, это просто были такие, скорее, тоже группки небольшие, которые себя называли партиями. Я начал ходить в такой клуб, который назывался «Перестройка». Потом раскололась эта перестройка, возникла перестройка 88. Потом я вместе со своими друзьями стал заниматься изданием первой в России неформальной газеты, самоиздатской газеты. Первой в России. Почему? Потому что до этого газет не было. Самоиздат был такой, немножко другой формы носил. Были бюллетени, вроде, например, такой вот хроники текущих событий среди диссидентов, практиковавшихся. А газет не было. Вот первая газета мы ее начали издавать в конце 87-го года. Она называлась «Хронограф». Я был первым автором и основным автором этой газеты, то есть я был журналистом. Вот. Независимым абсолютно ни от кого, ни от каких официальных изданий. Я описывал политическую жизнь, которая тогда начала бурно существовать, так скажем. В этой газете впервые появились люди, которые, вернее, не появились, а в качестве персонажей, которых я описывал, которые сегодня довольно известны. Например, я первым написал про Жириновского. Там на каком-то собрании выступал, я его высмеял в своей газете. Она такая была ироническая очень, пользовалась огромной популярностью в этих кругах. Потом на базе этой газеты мы создали бюро информационного обмена, так оно называлось, где вся информация об этих неформальных движениях собиралась и хранилась. Потом мы на базе этого создали независимый институт, он назывался Институт гуманитарных политических исследований. Уже в качестве сотрудника этого института в 1993 году я встретился с Григорием Мезенцевым. Это было 21 сентября, когда Ельцин издал указ, известный указ о распуске парламента. Мы собрались, и я познакомился с Явлинским, я пришел к нему в эпицентр. Там прошло обсуждение ситуации. А потом уже стал чаще туда ходить, встречаться с ним. И после того, как были объявлены выборы в Государственную Думу, Первую Думу, он мне предложил войти в список такого блока, который тогда был создан. Я, Явлинский, Болдырев, Лукин. 3 первых фамилии, они стали аббревиатурой, которая потом легла в основу названия партии «Яблоко». Вот отсюда партия «Яблоко». Потом уже «Яблоко» оторвалось от этих изначальных букв. Сейчас уже о них никто не помнит, только специалисты, политологи, историки. Что из себя представляла партия «Яблоко» и сейчас представляет на самом деле. Значит, «Яблоко» возникло как оппозиция Ельцину, мы возникли как оппозиция Гайдару и Чубайсу, которые тогда были в власти.
мы возникли, потому что мы были не согласны с тем курсом, который они проводили, политическим. Этот курс, как мы его оцениваем и сейчас, и тогда оцениваем, но сейчас более четко это формулируем, потому что времени прошло много, и была возможность все это осмыслить. Этот курс привел Россию в нынешнее ее состояние. Он привел к тому, что в России вместо демократии была создана олигархия. Олигархия что такое? Это власть денежных мешков. Это вы, наверное, знаете, как политологи, что когда страной управляют богатые люди, а контролируют государственную власть. Вот такая олигархия сформировалась у нас в результате той приватизации, которая была проведена под руководством Чубайса. В результате залоговых аукционов, когда это ключевое событие для становления современного политического режима было в 1995 году, когда самые крупные предприятия по дешевке отдали банкирам и в основном банкирам. И вот так появились олигархи, люди с огромными богатствами. И с самого начала это произошло благодаря тому, что они влияли на власть, причем очень существенно, очень сильно влияли на власть. И потом власть осталась в их руках фактически. Не непосредственно, вот, хотя иногда было и непосредственно. Вот один из этих олигархов даже стал вице-премьером при Ельцине, чтобы организовать эти самые залоговые аукционы. Ну вот, да, значит, по дешевке они скупили эти предприятия, им раздало государство в обмен на то, что они потом профинансировали кампанию Ельцина президентскую 1996 года. Вот этот изначальный сговор власти крупного, сверхкрупного бизнеса, который этой властью управляет. Самое главное, смысл этого олигархического бизнеса в том, что он получает свои доходы не на рынке в процессе конкуренции с другими субъектами, а благодаря тому, что у него в руках власть. В этом смысл всех капиталов сегодня, которые существуют в России, крупных. Вот вы знаете, какой брокер сейчас есть, хочет президента. Вот как он стал мультимиллиардером долларов, а что сначала вместе с Потаниным получил вот этот норильский никель по дешевке, они заплатили взятку. Мы здесь не публично, поэтому я могу сейчас вам сказать, они за взятку. Взятку, которую они дали лучшему другу Чубайсу, Альфреду Коху, который был тогда руководителем Госкомимущества. Они ему дали взятку 6 миллионов долларов. И за это получили возможность без конкурса и без какого-то реального аукциона, а только по названию, получить норильский никель. Вот они получили. А дальше что происходило? Вот проследили на примере Прохорова. Дальше пришел к власти Путин. Кто привел к власти Путина? Эти же самые олигархи. Некоторые из них были очень близки к Ельцину. Это, например, Березовский, Абрамович и так далее. И вот этот клуб олигархов, он понимал, что Ельцин не справляется с руководством страной, он очень слабый. Им нужна была сильная личность, и вообще они призвали на власть силовиков, чтобы они стабилизировали ситуацию в стране. Они понимали, что сохранить такие огромные богатства они не смогут без изменения руководства. Руководство должно стать более жестким, с их точки зрения. И они так привели Путина, силовиков, то есть представителей ФСБ, спецслужб. Вот. Хотя Путин говорил, что он всех олигархов равно удалил от себя, он этого не сделал. Он удалил только тех, которые ему не подчинились. Это
Березовский в Лондон уехал, Гусинский уехал в Испанию, а Ходорковского он посадил, потому что они не хотели, не были лояльны. А все остальные олигархи, они присягнули на лояльность и сохранили все свои доходы, и сохранили возможность влиять на власть, и получать за счет этого свои доходы. То есть, в принципе, вот эта олигархическая система, она сохранилась, но она стала более авторитарной, более жесткой. Вот на примере Прохорова можно увидеть, как он продолжал приобретать эти свои сверхдоходы, благодаря чему? Вот благодаря тому, что ему постоянно Никелю давали льготы, привилегии по налогообложению, по, например, экспорту никеля. Были времена, когда вообще отменяли экспортные пошлины для этого никеля. Это я на его примере говорю, но это делали для всех олигархов. Те или иные поблажки, те или иные такие вот преференции, благодаря которым вот они богатели. Вот он так и стал мультимиллиардером, Прохоров. Вот за счет этого сначала Ельцин подарил, а потом Путин ему подарил уже вот этот льготный режим существования. И если, например, вы поедете в Норильск, вы увидите какой-то страшный город, потому что там очень низкоразвитая социальная сфера, страшное загрязнение этого мероприятия. Государство не заставляло ни Прохорова, ни Потанина устанавливать очистные сооружения, значит, развивать социальную сферу. Такие законы, которые принимались в Государственной Думе, на это не были ориентированы. И сейчас не ориентированы, разумеется. И это все. И есть факт, почему они продолжали богатеть. Государство их не заставляет делиться с народом, защищать окружающую среду, как во всем мире. В Европе, например, да? Поэтому вот у них много доходов. А доходы эти они тоже везут в эту самую Европу, потому что здесь им особо вкладывать их некуда. Они даже свои собственные предприятия не развивают. Вот, нефтяники, например, за 20 лет не построили ни одного нового нефтеперерабатывающего завода в России. Они даже самих себя не развивают. Почему? Потому что нестабильный климат, очень налоговый. Нет возможности для долгих инвестиций. То есть тех, которые приносят доход в будущем. Потому что все олигархи не хотят делиться с властью. Их, если будет стабильное законодательство, это будет невыгодно. У них сразу появятся конкуренты, их начнут немножко трясти. То есть конкуренты не дадут им столько миллиардов зарабатывать. Поэтому те чиновники, которые сидят в правительстве, те депутаты, которые сидят в Думе, они голосуют, не принимают такие законы, которые нужны для стабильного развития страны. Потому что если будут такие законы, то все будут равны друг перед другом. А им нужна такая ситуация, когда они равнее других по уровню. Они равнее, чтобы у них было больше прав, естественно, больше привилегий и так далее. Поэтому они не могут такое стабильное законодательство создать. Вот. И результат такой, что они сами не могут вкладывать деньги в развитие страны. Они их вывозят в офшоры. В России самый либеральный в мире порядок вывода денег в офшоры. Вот. И кроме того, еще бюджетная система работает на вот этих олигархов, этих чиновников, которые с ними связаны. Постоянно выделяются им деньги, иногда на очень странные цели. Вот как пример могу сказать вам. В октябре этого года делили остатки бюджетных средств в Думе. Значит, кому дали? Почти по $1 миллиард. Вот два ярких примера. 1 миллиард дали тому же самому Чубайсу, корпорация Роснано, которая уже давно приватизировалась. То есть она уже является частной. Была государственной, стала частной. Вот. Потому что Чубайс все, чего он касается, он сразу приватизирует. С огромной выгодой для себя. Вот. На Роснано, пока она еще была госкорпорацией, государство выделило столько денег, сколько на нанотехнологии выделили за все время их существования Европа и Соединенные Штаты вместе взятые.
Сколько дали раньше Чубайсу. Потом он все это приватизировал, теперь дали ему еще миллиард. На что? Значит, он, когда встречался с Путиным, показал ему такой вот планшетник, школьный учебник. И сказал: вот мы что сделали, какие мы молодцы. Мы вот эту в нашей корпорации вот такую штучку для детей, и все будут довольны. И говорит, стоит всего 12 тысяч. Ну ладно, 12 тысяч, наверное, не все родители смогут позволить себе, но кто-то сможет. Потом выяснилось, что он стоит не 12 тысяч, а 26. Потом выяснилось, это журналисты раскопали, что комплектующие у этого планшетника куплены в Англии, в Германии и в Штатах. Это такие отечественные технологии у нас. Вот. А потом выяснилось, что Чубайс просит у Путина денег, чтобы государство купило у него эту халтуру, вот эту вот, под названием нанотехнологии, и дало ему из бюджета эти деньги. Вот оно и дало ему первую порцию, $1 миллиард. Это вот типичный пример такой вот бюджетной кормушки, которая у нас в огромных количествах существует. Это и госкорпорации, и не только госкорпорации. Вот второй пример, на что дали деньги. Другу Чубайса, автору дефолта, выходцу из той же команды. Чубайс, Гайдар и прочее. Кириченко, он возглавляет корпорацию Росатом. Значит, ему на что дали? Тоже почти $1 миллиард. На строительство атомной станции в Турции, в другой стране. При том, что там только что произошло мощнейшее землетрясение. И там никакие станции строить нельзя. Там оппозиция на ушах стоит, там общественность возмущена. Все знают, что эту станцию никогда там никто не построил. А Турции терять нечего, потому что не она же деньги дает, а дает российский бюджет. Вот еще одна кормушка. Вот. Ну и в какое, я думаю, что я придвигаюсь к концу отпущенного мне лимита времени, какова во всей этой истории роль партии «Яблоко». Вот мы являемся партией, которая, с одной стороны, демократическая, оппозиционная. Естественно, мы были в оппозиции к Ельцину, мы в оппозиции к Путину. И чем мы отличаемся от других демократических партий? Вот, например, есть такая партия «Парнас», они зарегистрированы, но скоро зарегистрированы уже сейчас, тем, что мы партия антиолигархическая, а они олигархические. Они все вместе тогда с Гайдаром и Чубайсом строили вот этот вот олигархический капитализм, эту систему. И они спорят с Путиным не потому, что они хотят эту систему изменить, а потому что Путин слишком авторитарный. Они хотят, чтобы была демократия. Но демократия какая? Вот такая, при которой разгул олигархов, когда их никто не трогает, и при этом у них сохраняются в руках все рычаги государственной власти. Вот они вот за такой олигархат такой вот, который, по их мнению, и есть демократия. Вот то, что в 90-е годы они вместе с Ельциным делали, используя его вот как политический таран. Вот. А мы с этим боремся. Вот. Мы боремся не только с Путиным, потому что для нас неприемлем его политический курс, разумеется. И на самом деле он является продолжением курса Ельцина, хотя и модифицированным виде. Вот. И мы боремся и с олигархией тоже. Мы хотим, чтобы в России был не олигархический капитализм, когда доходы приобретаются при помощи власти, а мы хотим, чтобы в России был народный демократический капитализм, как, например, в европейских странах, когда нет, в принципе, олигархов нет, люди зарабатывают деньги умом и талантом в процессе конкуренции. Вот яркий пример. Билл Гейтс и наш Абрамович, вот он миллиардер, как заработал. Вот вам отличие народного такого, не народного, по-другому множество названий, цивилизованного, так скажем, капитализма от нашего олигархического. Как заработал Билл Гейтс свои миллиарды, как заработал Абрамович. Билл Гейтс, значит, вот, занимался компьютерными технологиями, а Абрамович занимался обслуживанием семьи Ельцина и ее счетов. И вот благодаря этому
и множеству связей, которых он приобрел во власти, он стал миллиардером. Ему государство просто дарило деньги. Вот, огромных количествах. Вот партия «Яблоко» выступает за то, чтобы у нас не было больше никаких Абрамовичей, в таком обобщенном смысле слова, как именно нарицательное, да? А были белогийцы. Вот в этом наше отличие, в этом наше позиционирование по отношению к остальным партиям. Все. Что-то не слышал, чтобы про нас как-то агитировал за олигархат, Это они также говорят, такие же выдвигают лозунги, как и многие другие оппозиционные партии и прочее. Никто не скажет сейчас, мы выступаем за олигархат. Никто не скажет. Но так основывается только на том, что там Каспаров и Мезенцева, которые были при Мезенцеве и в этой системе, при Ельцине и в этой системе работали, и только на этом, получается, основывается. Ну, в том числе и вот, между прочим, когда мы с ним им говорят, не только мы им говорим, а говорят, например, в других странах даже. Вот Немцов поехал в Соединенные Штаты, выступал в Конгрессе, его спросили, а вам не кажется, что вообще-то, вот вы сейчас с Путиным боретесь, а вы же его к власти провели? Вот, кстати, буквально сказать. Смотрите, но когда мы к власти кого-то приводим, мы не знаем, как человек своим... Нет, подождите, вот я вам, дайте я вот закончу. Вы его провели, вы сначала тот курс проводили, который в стране создан по ссылке для прихода Путина, а потом вы еще его привели к власти. Они же кричали Путина президента и поддерживали его на президентских выборах в 2000 году. Вот. А вам не кажется, что... Но их спрашивали не про это, их спрашивали про Ельцина. Что вот Путин, его спросили так примерно, что Путин к нам не с Марса прилетел, а он вырос естественным путем из того, что вы делали в 90-е годы. Вопрос абсолютно правильный по существу. Он что ответил? Он ответил, мы все делали правильно. Все, они от этого курса не отказываются. Потом, никто сейчас не встанет, и даже из самих олигархов не скажет, что я выступаю за олигархию. Олигархия – это отвратительное явление. Никто не будет говорить, я хочу, чтобы была власть денежных мешков. У олигархии в современном мире нет собственной легитимации. Вот в Древней Греции была своя легитимация. Олигархия признавала, что есть демократический режим, есть олигархический, открытый. И тогда это не считалось чем-то позорным. А в современном мире это позорно. Позорное явление, характерное для Латинской Америки, для Африки, многих стран и так далее. Поэтому никто не скажет, я за олигархию. А что говорят? Прибегают к уважаемому в современном мире понятию демократия. Они говорят за демократию. Говорят, а мы это знаем, что за этим стоит. Что за демократию нужно бороться. Реально, как вот партия Яблоко борется за реальную демократию. А можно бороться за демократию, как за фиговый листок, которым прикрываются интересы олигархии. И этим как раз они занимались в 90-е годы. Для них демократия была фиговым листком, под которым скрывалась олигархия. Вот и мы, как политические силы, конечно, их разоблачаем. И мы им говорим, что если вы, значит, Тем, что они у власти были в 90-е годы, получается, нет, а вы знаете, вот вы почитайте их программу. В программе надо читать не то, что там, не только то, что там написано, но и то, что там не написано. Вот в нашей программе четко написано, что мы выступаем за отделение бизнеса от власти. То есть основа олигархии. Мы боремся с этим злом, которое сегодня лежит в основе нашей политической системы. А то читайте их программу, вы там это увидите? Нет, вы там этого не увидите. Вот. Поэтому у многих партий действительно много общих слов в программах. Значит, и вроде кажется, что все за одно и то же выступают. А вы внимательно смотрите. Посмотрите то, что там написано, с одной стороны, с другой стороны, то, что там не написано. Вот. Когда Прохоров в программе своей пишет, что надо выбирать налоговых инспекторов, вот это очень интересный тезис, очень интересный. Вот здесь уши-то где торчат. Он думает, что так ему будет легче покупать их, чем сейчас. Вот. Хотя это безумие, нигде в мире этого нет, чтобы налоговых
налоговой службы разбирались. А здесь торчат уши конкретного интереса. Он хочет покупать их, чтобы еще меньше платить налогов, чем сейчас. А вот теперь прочитайте, и вы увидите в программе того же Прохорова или того же Парнаса блок идей, связанных с тем, как отделить бизнес от власти. Как, например, в программе партии Яблоко. Не увидите. Вот, мы вам, кстати, передадим программу, надо было сегодня принести. Надо. Вот, почитайте внимательно. Хочу считать, а Прохоров как самостоятельная политическая фигура выступает или... Вообще, олигархи, политики олигархи, они могут разную роль играть. Вот когда был Ельцин, они действительно были самостоятельными политическими фигурами в политике. Они занимались политикой. Березовский был политиком, например. Ходорковский попытался стать политиком, но ему не дали это сделать. А при Путине произошло своеобразное такое соглашение, негласное, между властью и олигархами. Такой вот договор. Вы не лезьте в политику, сказала им власть, по крайней мере самостоятельно не лезьте. А мы вам за это сохраним все ваши возможности по приобретению капитала. И этот договор пока еще сохраняется. Пока сохраняется на данный момент. Почему многие недовольны Путиным олигархи? Потому что вот им этот договор не нравится. Прохоров наверняка к нему относится тоже. Но сейчас он самостоятельно быть не может, потому что действует еще эта система. И поэтому, конечно, его попросили и возглавить правое дело полгода назад, что он очень неудачно сделал. А сейчас его срочно после митинга 10 декабря на Болотах попросили выдвинуться в президенты. Вот. Что он и сделал. Вот. И даже при этом забыли, что он должен был 9 декабря, последний день, написать заявление в Центральную избирательную комиссию. И придумали, что он якобы написал задним числом. Вот. Ну, нет, он не самостоятельный, естественно, политик, потому что он сильно зависит от своих собственных капиталов. Вот, еще возможность пойти по пути Ходорковского сохраняется. И поэтому он, конечно, будет осторожен крайне. Говорит, кстати, везде. И всем говорит, что он не оппозиция никакая. И хвалит Путина и так далее. Он выступает сегодня как спойлер по отношению, например, к партии Яблоко, которая выдвинула Явлинского. Вот. Он будет отнимать голоса у нас. И он при этом является спарринг на этих выборах, спарринг партнером Путина. Он ему помогает решать задачи политические, связанные с выбором. Там хотим еще. Да, а как вы считаете, прийти на митинг на Сахарова вчера Прохорова тоже попросили? Нет, понимаете, это не так выглядит, что каждое действие конкретное, каждый шаг надо согласовывать. Нет, конечно. Вот крупное, такое как выдвижение, да, это делается по просьбе. А пойти на митинг и не пойти, там такого нет. Чтобы вот прямо на помощах выводили. Нет такого. Хотя вот как выводил, он даже не понял, что можно делать на помощах, а что можно не делать на помощах. Вот ему предложили возглавить правое дело, кремлевский проект, да? Вот он думает, ну ладно, я возглавлю правое дело и буду делать все, что хочу. И поставил в список человека, там, Розового. А ему сказали, ай-яй-яй, это нельзя. Он говорит, как это нельзя? И нет, говорят, этого нельзя ставить. А он думал, что он может все, что хочет делать. Вот тут он обжегся. Вот. И в результате все это рухнуло. Просто не разобрался, в какую партию его приняли, чтобы он его возглавил. Что она себя представляет. Вы против олигархов, значит, вы считаете, что Михаил Ходорковский должен сидеть? Вы знаете, почему мы против того, чтобы он сидел? Ну, во-первых, потому что его посадили совсем не за то, что я говорю. Его
посадили за налоговые нарушения, которыми занимались все. И если бы был единый закон в стране, то, посадив Ходорковского, должны были посадить и на гораздо большие сроки, чем он. И того же Прохорова, и Потанина, и Дерипаску, и Абрамовича, и так далее. Они их не посадили. Его посадили по чисто политическим причинам, потому что он был нелоялен. И почему его посадили еще? Не просто из какой-то мести там и злобы его Путин посадил. Его посадили в качестве назидания другим, чтобы боялись такие, как Прохоров и прочие. Вот почему его посадили. Это является важнейшим элементом путинской системы. Сидение Ходорковского в тюрьме. Чтобы неповадно было олигархам без спроса лезть в политику, особенно в оппозиционную, чтобы они становились оппозиционерами. Почему? Почему так действительно Кремль боится олигархов? Почему? Потому что огромные деньги. Если огромные деньги пустить в оппозиционную политику, они разрушат всю эту систему. Они разрушат и могут и страну разрушить. Это другая тема. И они так думают, что они разрушат страну. Те, кто вот сидит в Кремле. Но мотив их самый главный при этом то, что они просто эти олигархи возьмут реванш. Вернут в 90-е годы. А наша задача как партии такая сложная, что убрать этот путинский режим, но не вернуть страну в 90-е годы. Потому что если мы вернем опять 90-е годы, в разгул олигархии, потом опять будет то же самое. Эволюция будет та же самая запрограммирована. Опять будет через какое-то время авторитарный режим. Ну, вот вы говорите про разные курсы политические в стране. А вот сами вы как считаете, что именно определяет правильность этого курса? И сколько людей, сколько мнений? Правильность курса политического, да. Это собственные убеждения и собственные принципы. Больше нет никаких критериев. Мы считаем правильным этот курс, поэтому у нас есть партия, которая объединяет единомышленников, людей, считающих так же, как и мы. А никакого критерия другого нет. И наша задача убедить остальных в том, что это правильно, приобрести большинство. Мы считаем это правильно. Некоторые считают правильно, коммунисты считают правильным возвращение в Советский Союз. Мы не понимаем это, для нас, во-первых, неприемлемо то, что было ими сделано в 20 веке, с массовой репрессией и так далее. Это вопрос о наших принципах. Но с другой стороны, есть элементарная логика, и совершенно непонятно, как возвращать Советский Союз, и что из этого вообще может получиться, если мы такую цель поставить, и так далее. Вот, с одной стороны, наши принципы, с другой стороны, наш здравый смысл и наше представление о логике, о рациональном, о нерациональном, показывают для нас, что коммунисты поведут страну в тупик, если они придут к власти. Но не все так думают, поэтому их тоже поддерживают. Много народу поддерживает. Вот так это определяется. Но нет такого критерия. В книжке нельзя прочитать, какой политический курс правильный. В учебнике. Есть разные системы взглядов. Вот, мы считаем, что для России не просто выгодна, а спасительна та программа, которую мы предлагаем. А другие программы разрушительны. В разной степени. Вот. Почему для России стоит такая проблема распада страны? Потому что она огромная страна. У нее огромные границы, они проходят по таким регионам, где живут миллиарды людей. А у нас там живут по другую сторону границы не миллиарды, а очень маленькие миллионы. Это с одной стороны. С другой стороны, огромная, самая большая в мире территория. Потом разнообразие регионов. Очень сложный регион Кавказский. И так далее. Очень хрупкая страна Россия. И
Поэтому некоторые политические курсы, которые вот предлагаются другими, например, партиями, просто действительно могут стать разрушительными для этих рук исправления. Вот. А мы предлагаем такой курс, который, с нашей точки зрения, является спасительным. При его реализации мы сможем сохранить Россию. Не только в этом веке, но и в будущем. Ой, сразу много. Как Сергей. Давайте, чтобы было по-честному, сначала те, кто не задавал еще вопросы, да? А потом уже по второму разу. Вот вы, а потом... Спасибо. Вот вы сказали, но мы знаем, что партия должна объединять единомышленников. Вы считаете Алексея Навального единомышленником? И в чем да, в чем нет? Алексей Навальный когда-то стоял в партии «Яблоко». Я был его руководителем, он был моим заместителем. Потом у нас с ним произошло расхождение во взглядах. Вот он неожиданно стал националистом. Ну, не то чтобы неожиданно, но, в общем, это произошло. Значит, что значит националистом? Ну, он стал ходить там на русский марш и так далее. Стал приверженцем идеологии русского национализма. Вот здесь, на этом примере, можно показать как раз, что правильно, а что неправильно. С нашей точки зрения, разумеется. Мы считаем, что русский национализм, как и любой вообще этнический национализм, очень опасен для России. Что значит этнический? Это тот, который провозглашает приоритет какого-то этноса, народа. Одно дело, когда вы провозглашаете приоритет всей страны. Это тоже можно назвать национализмом, но это так называемый гражданский национализм, или как раньше его называли буржуазным. Вот тот, который был характерен для Франции в период революции, да и для многих других стран тоже. Но там, во Франции, не было проблемы, которая сегодня есть в России. Там не было разнообразия народов. Они были моноэтнические, эти страны. Вот. Поэтому такой француз, одновременно это подразумевал, что это каждый гражданин, живущий во Франции. А у России проблема такая есть, потому что мы являемся многонациональным государством. Поэтому одно дело, например, российский национализм, но это понятие не модно и не, оно политически не значимо. Это было бы одно, когда мы говорим каждый гражданин России. Значит, все должны быть равны абсолютно, у всех должны быть равные права. И никого не должны притеснять ни собственные власти, ни какие-то там другие страны. Это одно. А когда вы говорите русские, самое главное, или, например, русских там все обижают, что, кстати, для меня, вот как для русского оскорбительно вообще, когда говорят, что русские, мне пытаются проявить комплекс национальной неполноценности. Но это другой вопрос, ладно. Когда вы отдаете приоритет одному из многих народов, пусть и самому большому, который тут проживает на территории этой страны, вы раскалываете эту самую нацию, гражданскую нацию изнутри. Вы в ней проводите линии внутреннего разделения. И это страшно опасно для России. По этому пути когда-то пошла Югославия при Милошевиче. Он был сербским националистом. Самый большой народ, сербы в Югославии, себя объявил самым главным. Естественно, другие народы не поняли, с какого будуна это они самые главные там. Вот. Началась война гражданская. Не осталось ничего ни от Югославии, и даже от самой Сербии откусили Косово в результате. Внешние силы откусили. Но почему внешние силы-то смогли добить Югославию? А потому что она стала очень слабой. В результате того, что власти там пришли этнические националисты, вот сербские националисты. Вот точно такая же история может произойти с Россией, если у нас победят русские националисты. Как бы они, некоторые не говорили, вот как Навальный, ну, вот умеренные что-то там какие-то есть. Вот эти умеренные, вот пойдите, посмотрите, с кем они там дружат. Они дружат с самыми отъявленными, отмороженными фашистами. У них общая идея. И нет тут грани, которая отделяет очень сильно умеренных
от очень сильно радикальных. Идет постоянно взаимопереход, и причем где эта грань, которая их отделяет, вы никогда не увидите. Идет взаимопереход, и вместе они все равно составляют единое целое. Вот. Именно поэтому Яблоко выступает против национализма любого. Но сегодня наиболее опасное явление – это русский национализм. Поэтому мы Навальному сказали, что извини, ты в нашей партии состоять не можешь. Исключили его из партии. Если бы он изменил свои взгляды сейчас, мы бы с удовольствием сказал, я признаю свои ошибки. Как, например, и Немцов, кстати, если бы он сказал, я признаю, ошибки были сделаны в 90-е годы. И что я Путина привел к власти, Бориса Ефимовича. Мы бы его тоже взяли. Но они этого не сделали, не то не Какие еще ошибки Немцов сделал, кроме того, что он же не один был. Ну, а мы как это называем? Он сам у власти это сильно... То есть он был при власти, был вице-премьером, но он не рулил. Рулили олигархи. Больше рулил. Они их обслуживали. Они были обслугой политической. Он выступал в качестве такого политического клоуна в промежутках между лотами, перерывах между лотами залоговых аукционов. Ну, это так, фраза такая фигуральная. Они этот вкус обслуживали, да, Немцов. Они до сих пор считают правильным. Они до сих пор являются привлекательными для тех олигархов, которые все это хотят вернуть обратно. Вот. А Россия этого периода олигархического второго уже не переживет. Вот тогда точно развалится. Так, а вот по второму разу девушка попутала. То есть по первому, а вы потом. Да. А вот вчера националистам слово не дали на митинге. Хотя кандидат, выступающий как националист, занял второе место в интернет-голосовании. Как вы считаете, организаторы митинга неправильно? Ну, насколько я знаю, давали слово националистам, были там был Тор, там еще кто-то. Был Крылов, был Тор, Да, там не было, по-моему, самого главного, там не было Максима Марцинкевича, ему все-таки не Извините, я мешаю, просто я была в комитете, и Денис Белунов сам сказал, что было 20 тысяч голосов, голосовали боты за Марцинкевича. И, в принципе, у нас был митинг партии Яблоко, мы, например, поскольку был общегражданский митинг 17 числа, мы дали выступить всем абсолютно, хотя это идет вразрез с нашими некоторыми идеологическими убеждениями. А организаторы вчерашнего митинга были не мы, но все же им дали слово. Если вы были на митинге, вы, наверное, слышали, что 4 человека так не выступили. Мы исходим из того, что раз объявили общегражданский митинг, надо всем давать слово. Хотя мы, например, против, как вы поняли, например, тех же самых националистов. Но надо будет либо так делать, либо никак, либо по-другому. Делать тогда узкопартийный митинг. Вот мы проводили митинг 17 числа, Яблоко. Мы всем дали слово. Нас многие обсуждали потом, что мы дали слово националистам. Но мы сказали, как, извините, если мы говорим, что это площадка для всех, то мы не можем никого сепарировать. А организаторы вчерашнего митинга, они по-другому. Они вроде сказали, что да, там по рейтингу, а потом стали манипулировать и ряду людей слов не дали. Вот меня, кстати, вообще не позвали туда. Так что это... Ну, не важно, я сейчас не про это говорю. Ну, была манипуляция со стороны вот как раз Барнаса, который был главным организатором вчера. Нет, не во всем виноват, да ни в чем. Вот Чубайс действительно во всем виноват. А Немцов, он так... Вот скажите, если про А вот по очереди, сначала. Главный скандал этой недели, как раз таки опубликованный на сайте News, телефонный разговор операционный. Как вы считаете, это какой-то организованный политический пиар-ход или же личное... Ну, конечно, это результат политической борьбы. Конечно, это сделано спецслужбами, тем же самым ФСБ. Конечно, это грубейшее нарушение Конституции. Конституция гарантирует тайну переписки, разговоров и так далее. И, конечно, это крайне непонятная ситуация, когда на это не реагируют правоохранительные органы. Президент никак не реагирует, хотя он гарант Конституции.
А тут Конституцию грубо нарушили, все молчат. Но это показатель того, как у нас относятся к закону. У нас господствует в государстве принцип политической целесообразности, завещанный еще большевиками, Лениным. Вот Ленин же не случайно в мавзолее продолжает лежать, потому что он продолжает определять суть государственной власти в России. А суть какой привнесли большевики, причем привнесли насильственным, незаконным, нелегитимным путем. Суть такая, что политическая целесообразность доминирует над правом и моралью. Это было при коммунистах, весь коммунистический период, это было при Ельцине, и это сейчас, разумеется, осталось и при Путине. Вот почему, опять-таки, если вы говорите о программах всеобщих, вот есть такое в нашей программе, что нет ни одной точно партии. И вот сейчас появятся новые там партии, и у них не будет, а у нас есть. Признать на государственном уровне нелегитимным большевистский переворот 17 года. И нас говорит, что вы там в этом копаетесь, в всем историческом хламе, зачем это вам служит? А вот для того, чтобы изменить эту ситуацию, которую я только что сказал, чтобы в принципах нашего государственного устройства, основополагающих, было право и мораль, а не политическая целесообразность. Вот пока не признало государство, что было разогнано незаконное учредительное собрание, большевики узурпировали власть, пока Ленин лежит в мавзолее, пока все эти символы давлеют большевистские в нашем коллективном, бессознательном российского народа, это все будет продолжаться. Вот, все, что мы видим. Весь цинизм власти, ее лицемерие, ее вранье, ее бесконечное, так сказать, вот, нарушение законов собственных же и так далее. Вот почему это важно. Это необходимо для коренного изменения морального климата в России. Пока мы не признаем, что это было преступлением. Все, что творили Ленин, Сталин и прочие. Это мы эти корни этого всего большевизма из нашего вот этого коллективного бессознательного не вырвали. Вы считаете, что всего лишь признание легитимности переворота 17 года вы сможете изменить сознание людей до той степени, что они будут считать неправильным этот переворот? Да, есть решение очень длинного срока действия. Это не одним щелчком пальцем делается. Изменяется климат, меняется... Каким образом вы собираетесь это делать? Ну, это долгая история. Значит, сначала надо признать преемственность российского государства по отношению к учредительному собранию, разогнанному большевиками. И, видимо, мы не исключаем такой вариант, что если по-другому не получится менять ситуацию в стране, то возможно провести учредительное собрание. Но учредить легитимную власть. То есть вы считаете, что подписанием одной какой-то бумажки о нелегитимности переворота 17 года? Нет, конечно, нет. Измените сознание многих людей старшего поколения, которые жили при сельской власти? Нет. Вы знаете, вот смотрите, вот чего добивается сегодня Франция, когда принимает решение о признании геноцида армянского народа и дальше даже уголовное наказание за непризнание геноцида. Казалось бы, тоже бумажка, а многие страны это сделали по отношению к другим видам геноцида и так далее. Вот чего это? Вроде, казалось бы, бумажка, но у них 6 миллионов армян сейчас во Франции. Для них эта бумажка имеет колоссальнейшее значение. Колоссальнейшее. Хотя это тоже бумажка вроде бы. А мы не признали, французы признают геноцид армян, а мы до сих пор не признали геноцид русских, татар, башкир, которые большевики вырезали. Мы что такое за государство-то? Кому отдается почести? Вот вы говорите бумажка, не только бумажка. Кому в нашей стране отдаются почести? Самые большие из всех вообще возможно. Кто у нас лежит на Красной площади? У нас там лежит человек, который во время войны на деньги врага
занимался разрушением собственной страны, собственной армии, собственного государства, который был немецким шпионом и, приехав сюда, в Россию, добился того, чтобы страна войну проиграла и вырезал еще при этом всю национальную элиту в широком смысле слова. И какой у нас будет в голове патриотизм? Вот когда так. И чего нас все время говорят, что вот экстремизм это плохо, закон об экстремизме, вот эти экстремисты. У вас экстремист, причем параноидальных масштабов и невероятных, так сказать, количеств жертв, которых он породил. Он лежит у вас на Красной площади, вы его почитаете, вы ему отдаете, так сказать, выдающиеся почести до сих пор. И что будет в голове вообще? Да ничего не будет, будет каша и хаос. А когда в голове каша и хаос, то всегда какие-нибудь новые политические бандиты могут эту кашу прийти и заварить, как они хотят. Это не бумажка. Это вообще самое главное, с чего надо было начинать преобразование в России, чего не сделал Ельцин. В Германии, вы знаете, что такое денацификация была в Германии? Вот она до сих пор происходит. Представляете? В Германии был тоталитаризм западный, господствовал всего 12 лет. А денацификация продолжается до сих пор. Почему? Потому что там есть такой политический бильдинг, политическое образование для взрослых. Это занимается специальный орган, отслеживает, чтобы преподавание истории было вот, без всяких заигрываний там, с Гитлером, с нацизмом и так далее. То есть это большая система мер. А потому что государство возникло вот такое новое, которое признало преступление предыдущего государства. А если денацификация не производилась в Германии, никакой бы прорыва не было, немецкого чуда экономического не было бы. Потому что модернизация несовместима с остатками тоталитарных реликтов сознания в массовом, так сказать, вот этом самом сознательном и бессознательном. А у нас этого проведено не было. У нас вот эти реликты советского тоталитарного прошлого, они до сих пор нами управляют. Нашим общественным сознанием во многом. Они до сих пор там сидят. Почему такой культ Сталина у нас среди очень многих людей? Культ, опять, что такое наш патриотизм? Мы говорим, мы все патриоты, ура! При этом у нас, значит, огромная часть общества почитает человека, который вырезал наш собственный народ. Он просто его уничтожал. Ну и это, кстати, очень часто забывают, что Ленин этим начал заниматься, а не Сталин. Вот они у нас уничтожили крестьянство полностью, вырезали его. Они уничтожили офицерство, даже то, которое уже с ними воевать уже не хотело. Его уничтожили по идеологическому признаку, уничтожили духовенство, уничтожили интеллигенцию в России. Они уничтожили цвет нации, цвет нашей национальной элиты. Они оболванили нашу страну тем самым. Она стала глупее в результате этого, хотя и образованная. Потому что есть глубинные механизмы жизни нации любой. Вот если когда вы все вырезаете, там, потом начинается деградация этой нации. Вот они это устроили, большевики. Мы их до сих пор вот продолжаем их почитать. Так что это не бумажка, это решение исторического масштаба, а не эта бумажка. Но ей, конечно, нельзя ограничиваться этой самой бумажкой. Конечно, денацификация была, а у нас должна быть десоветизация. Коммунисты, когда пришли к власти, они дали народу какую-то идею, за которую стоит бороться и жить. То есть даже тот же коммунизм. Какую идею вы готовы дать нынешнему поколению, ради которой стоит жить? Идею свободной демократической страны, правового государства современного, при котором растет благосостояние народа и нации. Благосостояние материальное или... И в том числе и материальное тоже, да. А эти идеи куда привела страну? Она как коммунистическая. Давайте анализировать. Она, может быть, была очень яркой, но она трансформировалась, кстати, за время коммунистического прохода. У них сначала была идея мировой революции.
Так что не страшно было пол Украины отдать, вернее всю Украину. Они говорят, почему они отдали? Была же еще идеологическая мотивация. У нас будет мировая революция, и когда-нибудь мы все будем жить в общей мировой семье, ну поэтому пусть забирают Украину немцы. Чего? Вот. Потом она уже трансформировалась в совершенно другую эта идея. Она уже стала такой, так сказать, в каком-то смысле националистической, там трансформация произошла очень существенная. Так что в чем вообще-то эта идея заключается, это еще очень большой вопрос коммунистический. Вот. От всеобщего счастья всех народов мира перешли к тому, что мы тут все-таки будем строить социализм в отдельно взятой стране. Может быть, эта идея была очень яркая, но каков результат ее реализации? Страна развалилась. А развалилась почему? Потому что был... И, кстати, вот еще одно последствие коммунистического господства. Когда фракция «Яблоко» в Государственной Думе голосовала за импичмент Ельцина, мы проголосовали за один пункт, за войну в Чечне. А по другим мы не голосовали, там 5 пунктов было. Вот почему мы не проголосовали за пункт развала СССР? Там был такой коммунисты внесли, что один из пунктов, по которым Ельцин виноват, то, что он развалил СССР. Вот мы не голосовали по этому пункту, мы только по Чечне. А почему по этому? Я об этом сказал Государственному. Потому что не Ельцин виноват в развале СССР, виноваты сами коммунисты. У них был в этой самой идее, о которой вы говорите, заложен принцип права нации на самоопределение. В соответствии с этим принципом они писали Конституцию. В Конституции написали, что каждая республика Советского Союза имеет право на выход. Это было там им черным по белому написано. Они думали, что этот пункт никогда не реализуется, потому что в этой Конституции сталинской ничего не реализовано было, ни один пункт, ни одна буква. И они думали, что так все и будет. А потом их власть ослабла резко. И вдруг все стало по-настоящему. Вот эти республики-то и разошлись. И в чем еще колоссальный вред был нанесен? Почему сейчас русский национализм? Татарский национализм тоже, вот в 90-е годы особенно. Башкирский, чеченский и всякий прочий. Потому что вот эти все 70 лет, пока господствовал коммунистический режим, не сформировалась единая нация. Это только название было, что общность советских людей. А никакой общность держалась на насилии и идеологическом таком вот примитивном промывании мозгов. И российская нация не сформировалась тоже по этой причине. Поэтому вот это внутриэтническое разделение сегодня, оно гораздо более сильно, чем общее российское единство у нас. Это тоже результат ленинской национальной политики и вообще коммунистической. Они не дали нам сформироваться как нация. Вот нет российской нации сегодня. Она раздирается внутри этническими противоречиями. А это очень плохо. Это справедливо, что вот нации другие, народы, которые в нашей стране существуют, то есть там и Кавказ, если это говорить, и другие малые этнические группы. Это разве справедливо, что мы не можем о своем каком-то национальном единстве говорить, нас тут же обвиняют в национализме. А эти страны, они открыто заявляют, какой нации они принадлежат. Я не понял, какие страны? Ну, не страны, я имею в виду, например, Чечня, на Кавказе, Грузии. Во всем вы подтверждаете то, что я только что сказал. Вот я говорю, это результат того, что не формировалась не нация, а формировалась идеологическая химера у нас на протяжении большей части 20 века. У нас вот эта идентичность российская, она не сформировалась в результате этого всего. И поэтому так сильны сепаратисты, так сильны этнические меньшинства. И у нас у самих появляется, как у крупного народа, свой еще свой комплекс неполноценности. А это как-то менять получится или всю жизнь будут противоречия? Вот менять бумажка. Сначала бумажка.
Без бумажки ничего не получится изменить. Нет, Конечно, надо менять. что вы предлагаете к национальному вопросу в условиях сложившихся таковых, что у нас довольно многие молодые люди готовы выйти на улицы Москвы с криками «Россия для русских», при этом у нас, грубо говоря, жители Москвы не особо любят Кавказ, а Кавказ не особо любит нас. Тут много чего надо делать. Я мог бы это все рассказать, но я очень кратко попробую. Значит, во-первых, причиной многих этих конфликтов является просто обыкновенная коррупция. У нас государство коррумпированное, оно не выполняет своих основных функций. Как пример, вот ситуация с убийством Егора Свиридова. Почему пришли? Почему Манежка возникла? И главная причина не в том, что это были кавказцы, которые его убили. Не в этом причина. А причина в том, что его за взятку убийц Егора Свиридова выпустили. За взятку. Вот с чем надо бороться в первую очередь. Если бы их не отпустили, не было бы Манежки, например. Но у нас там коррупция носит тотальный характер. И люди, когда видят, что государство не способно обеспечивать справедливость, они начинают все более подозрительно глядеть друг на друга, на то, кто какой национальности. Начинается резня. Это касается абсолютно любой ситуации, связанной с этими межэтническими конфликтами. Давайте начнем с коррупции. Почему? Да, действительно раздражает огромное количество нелегалов, таджиков. А почему их так много-то? Потому что плохие таджики? Нет. А потому что наше ведомство, которое занимается миграцией, берет взятки просто у работодателей. Они дают взятки, и оно закрывает глаза на то, что у них нет регистрации, ничего они не выполняют, законы и так далее. Вот поэтому, почему столько с дворниками все таджики работают у нас? У нас ни одного нет дворника другой национальности, потому что сидят абсолютно русские дяди и тети в этих самых ГУИСах, ДЭЗах и так далее. Получают зарплату за этих дворников, а таджикам дают 5000 от этой зарплаты. Сами 20 получают, а им отстегивают 5000. Рабский труд. Такой вот, полурабский. Так давайте это запретим как-то, давайте с ними разберемся, давайте наконец кого-то из них посадим за это все. Тогда, или еще давайте сделаем следующую вещь. Как сократить нелегальную миграцию? Очень просто, не надо никаких репрессий. Наоборот, давайте гуманно относиться к нелегальным мигрантам. Требовать от работодателя, чтобы они обеспечивали всех жильем. В законе напишем. И проверять будем без коррупции, разумеется. И что, у нас не будет ни одного таджика на улице. Все. Основа экономическая вот этого всего из засилия. Вот. Так что 60 или 70% национального вопроса сегодня это вопрос коррупции. Просто элементарно. И некачественного лоббистского законодательства, которое у нас принимает Государственная Дума. Вот это снимем, другие вопросы останутся. С Кавказом останутся. В Кавказе мы устроили, на Кавказе, резню в Чечне. Это так, ни один народ не может никогда простить. Значит, нужно эту ситуацию управлять, да, вплоть до того, что на государственном, опять же, уровне, бумажка, опять же, признать, что это было неправильно, и начать выстраивать на новой основе отношения и с теми же чеченцами, и с другими. Кому-то неприятно будет, может быть, но тут, а мы что, хотим потерять Кавказ? Многие уже хотят, говорят, хватит кормить Кавказ, хотя это тоже миф, и многие регионы получают больше, чем Кавказские республики. Ну ладно, хорошо, хватит кормить. В ответ мы уже получили из разных регионов лозунг: хватит кормить Москву. Так вот это и есть линия разделения внутри страны, в результате которой действительно можно потерять сначала Кавказ, а не русские
народы живут и в других частях Поволжья нашей страны. Значит, уже потом будем кричать: хватит кормить Поволжье, и она отделится. Оно от нас отделится. А что у нас останется? На Дальний Восток придут китайцы, там уже очень мало русских живет. Мы тоже этой проблемой не занимаемся. Демографически, особенно на Дальнем Востоке. Останется у нас снова Московское княжество. Да? Но Московское княжество, оно не сможет существовать. Оно будет слишком маленьким. Ну, может быть, повезет и останется. Вот и все. Вот это результат всего вот этого национализма, который опирается, любой национализм опирается на справедливый гнев и праведное возмущение. И Гитлер на это опирался, и Муссолини на это опирался, когда они шли к власти. И говорили, Версальский договор унизительный, позорный был для Германии. Он таким и был. И ошибочно был такой договор, да. И справедливо было возмущение немцев. И там тоже спрашивали, а разве справедливо, что у нас отняли Рейнскую область? Да, справедливо, но несправедливо это было. Но вы отделяете правильные эмоции от реальных планов тех политиков, которые их эксплуатируют. Если мы этого не будем делать, как граждане, как народ, то мы тут в России тоже можем получить что-то вроде Гитлера. Если она сохранится, конечно. Так, еще вопросы. Все, вы по второму разу. Ну давайте, я попробую. Как вы считаете, та политическая реформа, курс, который был намечен в послании Медведева Федеральному собранию, действительно будет проведена, и лишь красивые слова, чтобы успокоить людей после нечестных выборов? И если она действительно будет проведена, какие она может дать плоды? Ну, кое-что, скорее всего, будет реализовано из того, что Медведев сказал в послании. Ну, например, вот, либерализация регистрации партии, вроде бы уже это вносится в закон. Но Медведев, ведь у нас как называемая хромая утка, он же не будет президентом. Поэтому быть уверенными на 100% в том, что это все будет реализовано при следующем президенте, которым, скорее всего, будет Путин все-таки, мы не можем. Хотя то, что сейчас предлагается, довольно существенные вещи предлагаются, серьезно, особенно по избирательной системе. Но главный вопрос в послании Медведева остался неотвеченным. Что будет с фальсификациями? Если фальсификации будут такими же, как 4 декабря, то вообще-то зачем все эти новые выборы, губернаторские и прочее? Смысл тогда этого в чем? Этот вопрос остался неотвеченным у Медведева. Вот он про это ничего не сказал, никак не отреагировал. Ни про Чурова он ничего не сказал, ни про то, что все будет проверено, все факты фальсификации. Он от этого вопроса ушел. Это главный вопрос, который ставился на этих митингах. Вот, поэтому план, предложенный Медведевым по реформированию политической системы, является крайне неполным и далеко недостаточным. Ну, к слову о митингах. Как вы относитесь к вчерашнему митингу на проспекте Сахарова? Как вы считаете, может ли это принести какие-то результаты, имеет ли смысл продолжать проводить? Ну, конечно, имеет смысл. Надо добиваться реализации главных требований. Это отмена выборов. Пока не будет отмены выборов, нельзя прекращать эти митинги. Но другое дело, что уже вчера было очевидно, что начинается противоречие очень серьезное между организаторами митингов. Вот, их было вчера гораздо больше, чем 10 числа. Если этот раскол пойдет дальше, а эти митинги уже используются не только для, теперь уже, не только для реализации этих главных требований, но уже для пропаганды каких-то идей разных партий. Вот националисты рвутся там пропагандировать свои идеи. Ну и многие там либералы там тоже
это начинает делать. Если это так пойдет дальше, то будет раскол и будут разные митинги проходить. Но может быть это и неизбежно. Будут одни митинги националисты собирать, другие митинги там либералы, третьи митинги социалисты. Так что здесь есть вероятность того, что настолько массовые митинги, может быть, и не произойдут в следующем году. Но если будет фальсификация крупная на президентских выборах, тогда, скорее всего, будут опять массовые митинги. Каким образом массовый митинг легальный может повлиять на изменения и на проведение перевыборов, если власть сама этого не хочет? Ну, если такие митинги будут повторяться, и если численность будет расти, власть может пойти на это. Но, например, власть уже одно требование выполнила по поводу регистрации партии. Это ответ прямо прямой на этот митинг. Поэтому все зависит от массовости, от регулярности этих митингов. Но если власть видит, что на митинге выходит народ, который будет исключительно стоять, мирно митинговать, но ничего не делать, будет ли она предпринимать какие-то действия? Более серьезно. Но смотря сколько народу будет выходить. Нет, если люди будут мирно митинговать и не предпринимать каких-то более радикальных действий. Но люди могут прибегать к каким-то более радикальным действиям, действительно это возможно. Но здесь ситуация может стать очень неприятной. Вот, потому что если будет спровоцировано какое-то насилие со стороны власти, то власть не остановится. Власть будет идти в-банк. Лучше таким действиям не прибегать. Лучше придерживаться той тактики, которая в свое время привела к ликвидации коммунистических режимов в Восточной Европе, так называемой бархатной революции. Там никто ни радикальных действий никто не предпринимал. Вот, потому что если сейчас поддаться такому настроению, что давайте сейчас пойдем куда-то на Кремль, пойдем что-то громить, там еще что-то делать, так называемое более радикально, но тогда власть просто может пойти на уничтожение людей, физическое установление диктатуры. Те, кто считает, что диктатура у нас невозможна, думают, что ошибаются. У власти ресурсов много, нефти много, армия, внутренние войска большие, ОМОНа много. Так что лучше такие действия не провоцировать. А мирно не поддаваться соблазну таких вот простых решений, а действовать организованно, в рамках Конституции обязательно, не давая повода обвинять себя в нарушении законодательства и Конституции. Но действовать при этом массово. Это дает результат, как показывает опыт университета. Нет, но активно действовать в рамках Конституции, проводить разрешенные митинги, пусть и массовые, не устраивая никаких там погромов. Зачем власти менять свой курс, если она уверена в том, что народ будет только митинговать? Власть все равно будет реагировать, это неизбежно. Если эта активность не пойдет на спад, власть будет реагировать. Если больше людей будут проходить. Если сейчас начнутся такие митинги в других регионах, это тоже очень важно. Потому что сейчас пока, к сожалению, только в Москве крупные митинги, больше нигде. Даже в Питере уже там существенно меньше. Так что это задача политических партий. Мы, как партия, такую задачу видим. Мы тоже пытаемся. 24-го мы пытались в ряде регионов организовать такие митинги, но где-то мы, где-то другие партии, где-то беспартийные пытались организовать, но очень мало туда людей ходит, к сожалению. Ну, я обвиняю позицию в том, что ее финансирует Госдеп США, и в том числе Навального, Парнас, и власть обвиняет в том, что они дестабилизацию в стране
создают. Как вы считаете, насколько это вообще? Ну, это вторая история. У нас немецкий шпион в Мавзолее лежит, который от Людендорфа получал деньги немецкого генштаба, начальника. И вы кого-то еще тут обвиняете, что ну это же так, я шучу, конечно. Я не знаю, получают они деньги из-за рубежа или нет. Вот мы точно не получаем. Я вот, а за других я не могу сказать. Возможно, что кто-то что-то и получает. Я не могу, мы сейчас не при прессе бы я этого не сказал. Но я не исключаю такую ситуацию. А если бы вот, завтра вы стали президентом Российской Федерации, какие 5 законов или указов, ну указов президента, вы бы издали? Нет, указы это прошлый век. Я бы начал, конечно, с коррупции. Надо менять очень много законов у нас. И надо принимать действительно серьезные поправки в законодательство, новые законы. Значит, коррупция достаточно очевидна для меня, что надо делать. Необходимо выстроить систему по проверке декларации доходов и имущества чиновников. Вот сейчас такой системы нет. Должна быть ответственность за вранье. Что если чиновник врет в своей декларации по поводу своих реальных доходов и имущества, ответственность должна быть уголовная. А вот конвенция ООН о расходах конвенция ООН не подписана Россией. Кстати, это мы Яблоко первого начали говорить. Значит, и благодаря нам вы сейчас это знаете. Потому что Россия не подписала 20-ю статью, которая как раз этого требует, наказания чиновников за нелегитимные доходы. Эту статью надо принимать. Вернее, уголовный кодекс надо вносить статью, вот если закон говорить. Вот первый закон о внесении в уголовный кодекс статьи незаконное обогащение. Статьи, разрешающие провокацию взятки. Когда чиновника провоцируют, он поддается на провокацию, он должен увольняться из государственной службы. Если такой институт будет работать, то будут бояться просто брать взятки. Начиная от гаишника на дороге и кончая самыми высокопоставленными чиновниками. Сейчас есть, по-моему, норма в законодательстве, которая говорит о том, что если, допустим, член вашей партии дал гаишнику 100 рублей, заехал в милицию, написал заявление о том, что он дал сержанту Петрову 100 рублей, он освобождается от ответственности, а с сержантом Петровым разбираются в соответствии с законом. Но это не совсем то, о чем я сейчас говорю. Провокация взятки это со стороны государственности. Да, со стороны государственных структур. Никакое общество самостоятельно решить проблему коррупции не сможет. Этим должно заниматься государство. Вот. Потом целый ряд мер по вот этому самому отделению бизнеса от власти, о которых я говорил. Ну, что имеется в виду? Полностью изолировать чиновника от бизнеса. Значит, запретить занимать государственные должности чиновникам, людям, у которых родственники занимаются бизнесом крупным. Ну, как это? Вот так это. Вот так. Ничего плохого в этом нет. Ну как? Ну, я интересуюсь политикой, мой брат, у него бизнес, как мы вообще с ним связаны? И это получается, что вы меня ограничиваете в выборе у него. То есть, если у меня будет брат... Не идите на государственную службу. Почему? Если я хочу... Потому что не получается иначе. Иначе будет конфликт интересов. Особенно в нашей стране. Мы да, ограничиваем. Да, ограничиваем. Это не от Конституции здесь ни при чем. Мы не ограничиваем. Во всех странах существуют жесткие ограничения. Особенно в тех странах, которые в мировом рейтинге антикоррупционной устойчивости занимают первые места, первые десятки. Очень жесткие ограничения для чиновников. Выбор не ограничивается. Человек может стать чиновником, а может не стать. Если он становится чиновником, он делает этот выбор.
он на себя принимает определенные обязательства. Вот на какой-то период обязательство должно быть такое, что значит, он никак не соприкасается с бизнесом. Если у него родственники занимаются бизнесом, ну, значит, тогда они, либо он их уговаривает от этого отказаться, вот, либо он не идет на государственную службу. Перед такого рода везде, но я не говорю про эту меру, эта мера нужна нам. У нас очень сильная коррупция, она у нас сильнее, чем в подавляющем большинстве стран мира. Мы по уровню коррупции, вернее, вот этой самой антикоррупционной устойчивости, плетемся в самом конце. Мы на 150-м месте находимся. Нам нужны экстренные меры. Без экстренных мер мы не справимся с этим злом. Да, это возможно на какой-то определенный период. Вот поднимемся со 150-го там, хотя бы на 50-е. Тогда такие ограничения можно будет отменить. Или другая мера, вот смотрите, пакеты запретить чиновнику иметь крупные пакеты акций. Почему? Потому что если у него пакет акций какого-нибудь «Газпрома», он будет лоббистом «Газпрома». В любом случае. Или там Норникеля того же, да, вот он в Думе депутат, у него пакет акций Норникеля. Естественно, он никогда не проголосует за поправку, которая запрещает, например, снижать экспортные пошлины для цветных металлов. Он никогда не проголосует. И так далее. То есть вот такая система мер. Кроме того, чиновник должен находиться под определенным надзором. Он должен добровольно подписывать с государством контракт, в котором он принимает на себя определенные обязательства. Какие? Ну, вот о тех, которых я сказал частично, значит, не брать подарки и так далее и тому подобное. И одновременно он соглашается, чтобы над ним осуществлялся надзор определенными органами. Добровольно он это делает. Но если он это не делает, значит он не подписывает контракт. Значит, он не идет на государственную службу. Если он контракт не выполняет, то он должен оказаться на улице в результате. Вот. 5, вот 3 уже назвал, да? Реформа армии, 4. Отмена призывной армии. Это наши программные требования, это надо делать срочно. Потому что армия в нынешнем виде гниет просто и разлагает общество. Не только сама разлагается, но и общество разлагает. Возможность для решения этой задачи есть финансовая. То есть, а если призывы будут отменяться? Контрактники. Есть возможность, повышая оплату контрактников, привлечь большое количество людей в вооруженные силы, которые будут не рабами малолетними, а нормальными, так сказать, военнослужащими. Не может ли возникнуть такой проблемы, что по контракту будут служить люди только из некоторых регионов? Почему? Из Кавказа, которые сейчас охотно идут в армию. А за хорошие деньги они в 2 раза будут охотнее идти в армию, чем жители Москвы. Ну а что плохого? Ну, нет, просто не является ли это немножко ненормальная ситуация, допустим, если в армии будет 90%, допустим, 90 не будет. Вот, у нас есть очень много депрессивных регионов, не кавказских, и там молодые люди найдутся в больших количествах на нормальную зарплату пойти работать, служить в армии. Вот. А второе, значит, для государства полезно, если люди разных национальностей будут служить в армии. Их как раз вот это один из институтов, так сказать, создания единой нации. Они будут служить в разных местах, их можно посылать там в разные точки страны. Значит, если они себя там плохо ведут, но плохо вести они как? Если им позволят там себя плохо вести, значит, их надо будет увольнять из вооруженных сил. А если они себя ведут хорошо, они являются добропорядочными гражданами России. Это политика государства, чтобы не было межэтнических столкновений. Как раз удобнее иметь человека подневольного, он все-таки хоть и контрактник, хоть и зарплату, но военнослужащий человек подневольный, так легче им управлять этим человеком будет. Скажем так, у нас просто преподаватели
недавно тоже в армии, когда он говорит, дедовщины, как таковой, он там не встречал. Есть одна проблема, национальная. Национальный вопрос армии. Все, что, главная проблема, которая... Но если он с дедовщиной не сталкивался, ему повезло, потому что у нас вот есть, например, фракция солдатских матерей «Яблоки», и туда приходит очень много сообщений о дедовщине, причем дедовщиной часто занимаются офицеры, иногда и сами призывники занимаются, но очень часто офицеры. Вот, и страшные, постоянно страшные истории мы слышим про это. Вот. Я думаю, что будут самые разные люди служить в армии. Не буду того, не думаю, а уверен просто в этом. И так и проблема достаточно искусственная. А если есть межнациональные проблемы, так здесь их легче решать, чем они где-то будут проявляться на гражданке, да, эти люди будут реализовывать свои этнические какие-то привычки вредные, бесконтрольной ситуации абсолютно. Здесь это можно контролировать. Армия это в первую очередь дисциплина. Так что я здесь не вижу большой проблемы. Ну и последнее, пятое. Это вот у нас есть программа «Яблоко». Массового жилищного строительства. Вот внесу закон, по которому каждый человек может получить бесплатно земельный участок с целью строительства дома. Без права его перепродажи и с обязательством построить дом в течение 5 лет. Не справляешься, даешь другому участок. Если такая программа будет реализована, это станет не просто решением жилищной проблемы для многих миллионов семей, но и мощным локомотивом экономического развития, внутреннего. Это будет внутренний источник экономического роста. Сегодня наш источник внешний. Это цены на нефть и газ, которые мы продаем за рубеж. Если мы при помощи государства развернем массовое жилищное строительство, то это будет вариант вот того экономического чуда, который, например, был в Германии послевоенной и в других странах. Это внутренний разогрев экономики, расширение внутреннего спроса. Вот самый ключевой смысл этой программы в чем заключается? Что в России есть массовый спрос неудовлетворенный. Вот в других странах нет. В Америке, например, нет сейчас такого массового спроса. Там все удовлетворено. А у нас есть спрос на жилье. Если есть спрос, значит, есть причина нереализованная. Вернее, не причина, а условие. Важнейшее условие, потенциальное, экономического роста, экономического рывка. Вы начинаете удовлетворять спрос, начинаете строить, и экономика тянется вслед за этим строительством. Идут стройматериалы там, идут деревообработка и так далее и тому подобное. У вас начинает раскручиваться этот маховик экономического роста. Вот, ну вот, ответил на ваш вопрос наконец-то. 5 пунктов. Вы хотите еще? Да, я так понимаю, что вы за строительство индивидуального жилья, то есть определенные частные дома. Не только, но вообще, да, массовое жилищное строительство. Если брать столько земельных участков под это, и как решать транспортную проблему, то есть у нас в Москве и также транспортная проблема довольно остро стоит в связи с большим количеством пробок. А эта программа не для Москвы. В Москве ее нельзя реализовать. В Москве строить нельзя. Это именно для... Частично можно. Это программа для страны, для России. В России огромное количество пустующих земель. У нас освоенность территории на порядок меньше, чем в других странах развитых, например, западных. У нас где-то коэффициент освоенности там 1-2%, а у них 10-15, так условно говоря. И это тоже экономия. У нас сверхконцентрация экономического развития в крупных городах, особенно в Москве. Если эта программа реализована, то будет более равномерная, во-первых, степень экономического развития. Более равномерное экономическое развитие будет в стране.
не будет такой сверхконцентрации в отдельных регионах, которая исключительно вредна. И люди поедут, в том числе и из Москвы люди поедут. Не в Москву, как сейчас все едут, потому что здесь работа, здесь доходы большие, шансы их получить, так скажем. За этими шансами все сюда едут. И Москва как магнит притягивает. Не только уже со всей России, но со всего мира уже притягивает. Вот те же гастарбайтеры. Но это совершенно уродливая ситуация. Люди должны жить и работать, и получать нормальные доходы во всей стране. Если такая программа будет реализована, это будет первый шаг. А дороги обязательно. Поэтому она называется у нас «Земля, дома, дороги». Это программа. Дороги должно строить государство. Государство должно это делать за счет средств резервных фондов, которые сегодня лежат в кубышке, нет доступа к этим средствам. Они вложены в иностранные ценные бумаги, то есть они работают на экономику других стран. Мы им предлагаем поработать на экономику России. Это не разбазаривание денег, потому что если начинается экономический рост, деньги начинают возвращаться. Ну, в бюджет, в данном случае, они будут возвращаться через налоги. Одновременно это создание рабочих мест. И причем рабочих мест именно вот как конкретно уже не в Москве, а в других регионах, депрессивных регионах. Партия «Яблоко» на выборах набрала сравнительно небольшой процент. Как вы считаете, это все проделки Чурова или же действительно не популярны? Проделки Чурова большие. Уже независимые аналитики сказали, что у нас, если бы выборы были честными, была бы фракция Государственной Думы. Сколько процентов набирали? 7% набирали.